Меня зовут Анна Визна и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас девчачьи посиделки, булочки мои. Я перед работой, пока готовлюсь, рано утром вставать, решила, а почему бы нам не посмотреть, а что это мы там себе нафиячили? Потому что ни высшие силы, ни Создатель, никто иной не присылает нам никакие перемены. Это мы. Мы делаем эти перемены путем своих решений и действий. Никто нам с неба ничего не бросает и не присылает. Мы здесь сами хуевертим, творим, сдаем. Да. Ну, погнали. Вот эта колода попросилась. Второй Ленорман. Посмотрим. Что ж, мы там нафиячили себе, да? Мы сказочные феи. Давайте посмотрим ваше описание, ваше прошлое, что покажут. Это и будет вашей сигнификацией. Но я уже по энергии могу сказать, что здесь девчонки по большей части спокойные, повидавшие жизнь, уверенные в себе, которые не будут растрачивать себя направо и налево, как говорил Амар Хаям, ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем с кем попало. Да, мои золотые? Ну что ж. Интересно мне начали рассказ с вас, но при этом выходит паш чаш, король пентаклей и правосудие. И как мне это трактовать? Как бы класс, да? Я, девчонки, по-домашнему, с гулькой. Мы все девчонки, мы все бываем красивые, некрасивые, домашние и не по-домашнему, да? Мне тут выпендриваться не перед кем. Какая есть, такая есть. Да. Значит, что мне здесь идет? Держите вы в голове какого-то мужчину. Мужчину состоятельного. Вы считаете, что проявление чувств с его стороны это будет высшей справедливостью в вашей жизни. Вот понимаете, как хотите. Если бы я понимала, о чем я говорю, я бы с ума сошла, наверное. Я расклад закрыла, видео закрыла и ничего не помню. Слава богу. Какой-то мужчина у вас в голове вот подходит вам, вы говорите, Ань, он зарабатывать умеет, он такой земной, он такой достигатор, он такой теплый, что ли, надежный. Вот мне нужны проявления. Вы говорите, Анют, ну вот хоть по пажику, да, что-то, вот хоть немножечко. И вы говорите, это будет, это вау, это будет такая справедливость в моей жизни, это просто полный баланс на весах, да? То есть я хочу посмотреть вас, а вы мне сразу с порога в лоб мужика. Что началось? Мы же нормально с вами общались. Ладно, шучу. Ну ладно, какой-то мужчина у вас в голове сейчас. Не вчера, не позавчера, вот сейчас вы смотрите это видео, и этот мужик у вас в голове. Вы мне здесь как бы прям намякиваете, что вы бы и замуж за него пошли, нифига себе. У вас с этим мужчиной какое-то расстояние. Вот вы этого мужчину по большей части можете в интернете где-то наблюдать, в мессенджеры, там во всяких социальных сетях, либо, может быть, по работе он как-то у вас в основном дистанционно взаимодействует. Но здесь вот дистанционное какое-то взаимодействие, и оно какое-то такое спокойное, да? Хорошо.
А нафига нам эта информация? Скажите, пожалуйста. Я просто... Что я-то должна сказать? Ой, охренеть. Я в шоке просто. Я ничего не могу сделать. Вот такая информация идет. Что я сделаю? Я что, сажусь, сценарий пишу, что ли, перед тем, как вам, девчонки, расклад делать? Нет, конечно. Вот и просто охренеть. Смотрите, как лежали у нас карты. Значит, ваш кубков хоть какое-то проявление от этого мужчины. А выходит, что я должна сказать, а этот мужчина пошел в новое, он пошел за чувствами, потому что у нас восьмерка кубков, мы не только идем по восьмерке кубков, да, вот как ее трактуют. Я пошла в новое, пошел, хочу что-то лучшее для себя. Но это же не только так, это же кубки, это наши чувства. И как всегда у меня, вот я начинаю работать, и у меня начинает лететь кошачья, собачья шерсть. Откуда, блядь? Откуда с неба ты летишь? Ладно. Восьмерка кубков, она такая сложная карта. Это как бы мы прошлое оставляем, но у нас мы люди, мы такие существа, мы эмоциональные, понимаете? И даже когда мы для себя решили, что все, точка, я прошлое оставляю, но все равно-то оно вот здесь вот и побаливает, и сожаление есть, и всегда будут сомнения, правильно ли я поступаю. Восьмерка кубков, она очень глубокая карта. Это не по типу я пошел или я возвращаюсь. Это Таро, здесь все в глубину идет. Так вот, здесь этот мужчина под пажом кубков у нас выходит, я напоминаю. Ой, не могу взять. Ой, глаз зацепился. Смотрит за вами, что ли, где-то. Пошел за чувствами, идет за чувствами. Может, человек сейчас не осознает и не понимает, что он идет за чувствами. Но он идет по своим чувствам. Вот куда его сейчас тянет. И мне говорят, скажи, под королем Пентаклей выходит пятерка Пентаклей. То, в чем ты сейчас нуждаешься. А здесь пятерка Пентаклей, это необычная карта. Посмотрите, здесь мужчина, очень бедненько одет, вылавливает большой мешок денег. 6 тысяч там написано. Ну, или 6 миллионов. 600, 500, 6 миллионов. Короче, здесь говорят, что то, в чем ты нуждаешься, ты эту рыбку поймаешь. Понимаете, как хотите. По правосудию говорят, ты очень много за это билась. Ты очень много за это сражалась. Ну, как говорится, здесь не один кабан был завален. Да простит меня мужик, который там лежит еще и голый. Господи, прикройся. А, как говорится, ни одного мужика победила. Да, такая воительница. Чтобы эта справедливость произошла в твоей жизни. Ну и про то, что я сказала по карте мир, что мужчина находится как-то больше на расстоянии, взаимодействие у вас какое-то такое. А, ну, по карте мир оно такое поверхностное, что ли. Слишком такое широкое, да, вот когда мы флиртуем с человеком, общаемся на какие-то темы такие романтичные, это уже такое узконаправленное общение. А по миру это что-то вот, что-то масштабное такое. Вот здесь говорят, ты уже его поймала. Королева кубков. Видит он вас, этот мужчина, очень чувственной женщиной, такой нежной. Вот знаете, как Венера почему-то пошло. Вот такая, ну, вот прям женственная, такая милая, такая вот теплая, такая родная. Но мне это по энергиям идет, что вы не совсем такая девочка. Вы такая очень добрая, очень ранимая. Но жизнь вас закалила так, что если что-то не по-вашему, или кто-то вас обижает, или кто-то не ценит, или унижает, то эта милая кубковая дама такая
Да? Попробуй подойди. Ну или если кто-то с вами начинает воевать. Вот такая. Ну давай, повоюем. В общем, здесь такая воительница. Вот эта карта больше показывает ваши энергии. А это, я бы сказала, состояние вашей души. Это ваша внутренняя начинка, которую вы, кстати, сейчас никому не открываете. Но этот мужчина вас уже такой видит. Интересно. Интересная история. Что же нам тут хотят, собственно, сказать? Ну, давайте уточним с вами, что значит вы поймаете мешок денег. Что значит вы поймаете какое-то сокровище? Что значит вы поймаете какое-то богатство? И причем это идет под пентаклевым. О чем нам здесь хотят сказать? В каких-то ограничениях. То есть между вами и этим мужчиной существуют или существовали какие-то ограничения. Что это может быть? Это может быть расстояние, это может быть субординация, когда человек на работе занимает какую-то высокую должность, и вы как подчиненный, ну, сами понимаете. А есть, конечно, такие дамы, которым плевать. Ну, вы поняли, девчонки, я не буду углубляться. Но вы здесь не такая женщина, вы женщина очень воспитанная, очень деликатная, вы эту субординацию соблюдаете. Такая леди, понимаете, воспитание прекрасное. Но смотрите только, чтобы вам это ваше воспитание не мешало жить. Эти установки типа я не могу сказать о своих чувствах, потому что я буду выглядеть там нахалкой какой-то или ну, в общем, чтобы это не было блоками. Я вот, кстати, недавно столкнулась с такой историей с мужчиной, который принадлежит к определенной этнической группе, скажем так. И я узнала, что в этой этнической группе до сих пор стоят жесткие запреты. Ну, например, нельзя целовать женщину в губы. Нельзя, чтобы она подолом своей юбки тронула мужчину. Тогда мужчина будет какой-то прокаженный и будет жить один как изгой. Я вообще охренела. Ёб твою мать. 2026 год. Мы, люди, мы, блядь, в космос летаем. Мы скоро на Марсе высадимся. А мы... А некоторые живут еще в каменном веке, понимаете? Я охренела просто. Я клянусь, я не могла поверить, что это правда. Я думала, человек прикалывается. Нет, это правда. Правда? Так вот, смотрите, чтобы ваше вот это воспитание не превратилось в ваши собственные блоки. Когда я не могу там на него ласково посмотреть, не могу улыбнуться, не могу пофлиртовать, потому что, ну, я же не такая, я же леди. Хуеди! Будешь одна сидеть тогда, ну. Слышь меня? Ну, правильно. В общем, между вами какие-то ограничения. Отвлеклась я, как обычно. Между вами какие-то ограничения. Во-первых, мужчина пентаклевым вышел, он может быть женат. То есть здесь статус может быть женатого мужчины. Ну, плюс еще правосудие рядом, да? Вы как-то бились за эту справедливость. Какая-то несправедливость происходила в вашей жизни последние, можно сказать, 7 лет. 7-8 лет. Вот какая-то несправедливость. То ли не везло, то ли к вам относились как-то, ну, незаслуженно, то ли что. Ладно, сейчас будем уточнять. Что это за история такая, на ночь глядя? Давайте. Что тут за ограничения? Десятка посохов. Ну, это какая-то ответственность на человеке. И мне почему-то здесь идет вот карта Ленорман, метла, плеть, с чем он разбирался. То есть понятие у человека было давным-давно, мы про мужчину сейчас говорим,
о том, что нужно какие-то свои проблемы, да, какую-то тяжесть, какой-то свой груз сбрасывать, то есть решать проблемы. А, Но этот человек очень ответственный, и, скорее всего, за других людей берет ответственность, поэтому здесь все так достаточно сложно. Ну, скорее всего, здесь больше мне идет для вас. Может быть, этот мужчина и не против там чего-то шуры-муры, но здесь именно для вас строжайшее ограничение в том плане, что он, скорее всего, имеет статус несвободного. Здесь об этом. И ответственность какая-то у него большая. То есть вы здесь так посмотрели, пораскинули мозгами и решили, что, ну, здесь ничего не светит, потому что у чувака там, может, семья, бизнес там какой-то, еще что-нибудь, ответственность. И ради меня, Вальки Пупкиной, навряд ли он что-то все это бросит. Но здесь интересно то, что вы говорите, Ань, вот хоть бы он говорит хоть немножко, хоть бы понамякивал, хоть бы как-то тон сменил, да, при общении со мной. То есть здесь никаких намеков со стороны мужчины на то, что вы кубковая для него. Вы вот сейчас сидите, вы охереваете, потому что вы не понимаете, какая я для него кубковая. То есть здесь мужчина вообще не показывал своих эмоций, абсолютно чувств. Здесь ни флирта никакого не было. Но он чем-то вот тронул вас. Чем-то тронул ваше сердце, не знаю. И может быть, если бы он сделал хоть какой-то намек, да, хоть как-то пофлиртовал, хоть как-то к вам по-особенному отнесся, может быть, здесь вы стали бы разрушать эти ограничения, да, которые вам мешали. Но так как мужчина не проявляет никакого интереса, соответственно, вы поняли, что здесь как бы, ну, карта такая тяжелая, как бы все хана. Как это из мема, да? Галя нам пиздец. Да. Ну, он здесь что-то в новое пошел. Давайте узнаем. Ну, какая-то большая ответственность на мужике. Я понятия не имею, что это за ответственность. Каждый на свою историю перекладывайте. Я еще раз вам напоминаю, что никто, ни Таро, ни я, ни другая гадалка, ни экстрасенс, ни таролог, ни хиролог, ни нумеролог, никто не имеет права вам говорить, делай так и так. Ни в коем случае. Только вы решаете, только вы принимаете решение, только вы слышите свою душу, только вы знаете, что вы хотите, что вам нужно и что вам во благо. Алло. Вот так. Здесь мужчина имеет какую-то ответственность. Ну, давайте еще уточним, что здесь все-таки является ограничением, что так тяжело, прям какие-то тяжелые ограничения. Ну, здесь императрица, мужчина в статусе женатого человека, 100%. Я вам говорю, если вы сейчас смотрите, у вас там какой-то мужчина в голове, он свободный, разведенный и так далее, сорян, расклад не для вас. Не цепляйте на себя информацию, которая вам нахер не нужна. Я чуть сегодня матюгаюсь. Ну, пардон. Такие энергии. Я разная бываю, и милая, и бронящаяся, и всякое. Ну, в общем, здесь мужчина в статусе. Причем, знаете что? Здесь женщина имеет над ним какую-то власть. Ну, хер его знает. Может быть... Ой, блин, у меня сохнут. Может, ну она выходит императрицей, смотрите, а он королем Пентаклей, блин. Ну, то есть он как бы, да, состоятельный мужик, но она императрица, то есть у нее империя. Так, начнем с обычного, да. Какая-то очень богатая, влиятельная семья у женщины, и он вот женился на ней, да. Здесь сразу чувствуется какая-то обязанность, ответственность. Ну, такая интересная фигня. В общем, здесь по статусу дама. Сейчас я намажу губежки свои. А то у меня уже
Я обветрила нахрен. В общем, у него жена по статусу как-то выше, и он перед ней чувствует какую-то колоссальную ответственность. И в этом его тяжесть. Я же не хочу понимать, о чем здесь, потому что уже аж башка заболела. Так, значит, он сейчас идет в новое по своим чувствам. Это о чем вообще? Это нам о чем говорит? Мне что надо сказать? Четверка чаш. Ну, такое состояние человек словил, когда, ну, ничего абсолютно не радует. Господи, как вот, чтобы вам не отсвечивало? Вот, скажите мне. О, нет, 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 нет. Да в жопу. Короче, состояние, когда ничего не радует, и вроде бы у него жизнь-то такая неплохая, понимаете? А вот как разочарование какое-то во всем, ничего абсолютно не радует. Вы, кстати, могли... Ой, сейчас какие энергии пошли, ёхарный бабай. Знаете что, девчонки, вы могли, если вы его хоть как-то где-то видите, вы могли заметить, что он какой-то как вот, как будто как приболел, что ли, какой-то понурый стал, какой-то хмурый, может быть. Вот вы, если испытываете к нему чувства, полюбас же за ним наблюдаете как-то. Вот вы последний раз, когда вы его видели, вы точно заметили, что он какой-то то ли приболевший. Вы, может, подумали, что заболел, что ли, человек, приболел. Может быть, конечно, но здесь больше душевная такая боль, душевное такое, знаете, когда ничего не радует и смысла жизни нету. Кстати, за смысл жизни, вот раз я про это сказала, мне как-то один раз один человек в очень таком тяжелом депрессивном состоянии спросил: вот ты занимаешься эзотерикой, там, веришь в Создателя и так далее. А в чем, блядь, смысл жизни? Мы живем. И я, знаете, я задумалась. Я задумалась так прям конкретно. И я не смогла ему дать ответ сразу. Но на следующий день я его увидела. Он говорит: ну чё ты там мне ответишь? И мне, знаете, слова сами пошли. Смысл жизни — найти в этой жизни смысл жизни. У каждого он свой. Кто-то смыслом жизни поставит заработать огромные деньги. Кто-то смыслом жизни поставит родить ребенка. Кто-то смыслом жизни поставит создать семью. Кто-то смыслом жизни поставит похудеть, накачать сиськи силиконом и губы. Все мы разные. И у всех смысл жизни именно тот, который мы себе выбираем. Поставили целью и смыслом жизни получить семью, вы семью получили, обзавелись. Естественно, у вас поменяется смысл жизни. Вы найдете другой. В этом, бляха-муха, и наш, собственно, смысл существования. Вот все банально просто. Сколько я не углубляюсь, я всегда поражаюсь, насколько мироздание простое. И насколько мы, люди, все это переворачиваем, переделываем, переписываем, блядь, создаем кучу правил, установок, верим во всякую херню и творим полную дичь. Фиячим, короче, по полной. Так вот, все просто. Смысл жизни — найти свой смысл жизни. Все. Это я что-то отвлеклась, но кому-то, видимо, надо было услышать эти слова. Значит, здесь мужчина ничего не радует. Вот сейчас конкретно такое состояние, когда я не вижу никакого смысла жизни. Деньги, судя по всему, у чувака есть, семья есть, чувств нету. Давайте уточним. А чувства в семье, вот конкретно в семье есть? Мне говорят, чувства есть и закрывают.
Ребус. Решаем ребус. Он говорит, король кубков, император. Здесь говорят о том, что чувства есть. Мужчина вообще, в принципе, такой чувственный, добрый, добродушный. С ним можно договориться. То есть такой вот ему человечности в нем очень много, сочувствия много, внимания, эмпатии. Он любит то, чем он управляет. Ну вот он император все-таки выходит, но тем не менее все равно он почему-то считает себя ниже. Ой, я поняла. Он не ниже себя считает своей супруги, а обязанным. Ну, он по десятке жезлов, да? Обязанным. Чувство в семье есть, но здесь показывают, что чувство к империи. То есть он любит свою семью именно не в плане, что он любит жену. Он любит свою семью, любит дом, любит детей, любит то, что он создал. Понимаете, он душу в это вкладывал. Здесь об этом, но сейчас ничего не радует. Давайте уточним, почему ничего. На дне старший аркан смерти. Какая-то трансформация ему пошла. Нормально. Так, почему ничего не радует? Ну, потому что сердце болит. Вот что-то болит сердце, есть какие-то переживания, есть там какая-то рана, которая кровоточит. А за чувствами он куда идет? Идет туда, где родственная душа. Он вас кубковой показывал, здесь шестерка кубков. То есть, смотрите, что-то у него... У вас, скорее всего, никакой коммуникации такой нету. Я здесь... Давайте я прям уточню, у вас здесь деловое общение. Вот мне почему-то идет вот такое, знаете, сухое, сдержанное деловое общение. Разговоры, да, вот восьмерка посохов, ой, четверка посохов. Вот оно какое-то. Причем там много лиц может участвовать в этом разговоре. Если когда-то у вас случается коммуникация, там участвуют другие люди. Но это не... Это что-то корпоративное, я бы сказала. Двойка посохов. Да, это в основном решение каких-то вопросов, задач. Это какие-то сообщения, это указания. Но нет, здесь разговоры у вас такие чисто, вот я же сказала, деловые. То есть по энергиям он сразу. Но при этом к вам как душа тянется. А я изначально сказала по восьмерке кубков, что он за душой как будто идет сейчас, даже если не понимает. Ну хорошо, а почему, давайте спросим так, а почему его душа вдруг сейчас начала его вести? Выходит на свой путь, да? Ну это обретение смысла жизни, вот просто простыми словами, да, карта звезды, да? Это обретение своего пути, обретение цели в жизни, да, когда нас ничего не радует, а потом хоп, появляется объект, где ты. Потом появляется объект, которому мы испытываем чувства, и у нас появляется смысл жизни. Хочу семью, хочу создать что-то красивое, прекрасное с этим человеком, да? Здесь об этом. Я не знаю, девчонки, что у вас там за император такой? Это же у вас какая-то история из разряда это, Санта-Барбара. Ладно. Я сейчас все вот конкретно расспрошу, но я хочу узнать, почему для вас это справедливость. Вот проявление чувств от этого мужчины, почему-то для вас это как свершится высшая справедливость в жизни. Почему это так? Ну, вы боролись за это, да, я поняла. Потому что это взаимные чувства. Потому что это взаимная любовь. Это по двойке чаш, это две души из одного горшочка. Это горшочек не вари, да? Почему мне это сейчас прошло, господи?
И вы здесь чувствуете друг друга. Вы знаете, если вы даже не общаетесь, вы очень тонко чувствуете друг друга. Вот. Причем энергии такие спокойные. Вот вы такая спокойная, сдержанная, даже вот как-то иногда холодком таким веет. И он такой вот разговаривает спокойно, то есть он не разговаривает там, ай, чё, нет, здесь какой-то спокойный такой голос, он разговаривает. Вот такое ощущение, что он разговаривает спокойно, и его один хрен слушают, понимаете? То есть здесь какой-то авторитет имеет человек, что-то вот он как-то костюм может носить, потому что сейчас руку показали с манжетой белой. Костюм. Подписывает, что-то пишет, подписывает все время. Ладно. Ну, такой выходит такой вот прям занятой человек, то есть постоянно звонит телефон, что вот такое. Ну, потому что это двойка чаш, да, это ваша половиночка, это ваши обоюдные чувства, это поэтому это и будет справедливостью. Но это ваш король посохов. Ничего себе. Значит, вот я, блин, мне не выходит. Вот реально может быть ваш начальник. Вот реально может быть ваш начальник, потому что он, ну, он как решала, да, он пришел, порешал, отдал распоряжение, это туда, это сюда, вот какие-то такие энергии, и он причем как-то быстро забежал, ля-ля-ля тополя, улетел, телефон звонит, что-то расписаться, а, и ему лететь надо дальше, и плюс еще здесь расстояние, то есть еще куда-то далеко потом ехать, вот какие-то маршруты у него, маршруты. И он, знаете, вот у него по энергиям, вот здесь даже по карте король смотрит на посох и смотрит вверх, да, то есть у него постоянная энергия, он такие энергии людям дает, постоянно вверх, постоянно расти, постоянно стремиться что-то, вот он как бы своим примером все время показывает, только вперед, вот такое вот, может вдохновлять еще как-то. Ну, я все, хорошо, разобрались. У вас обоюдные чувства, хотя вы, скорее всего, даже и не подозреваете о том, что вы человеку так дороги сердцу. И сердце его болит сейчас. Ну, давайте спросим такой вопрос. Что за трансформация там на дне колоды была? Что меняется? Что умирает? Что умирает у этого? Ну, он стоит на выборе. Восьмерка посохов. Это, во-первых, желание какого-то развития. Все его желание должно бить в одну цель. У него есть цель, а по звезде я вам это сказала. На распутье. На распутье. Висит, думает. Человек реально сейчас... Вот вы можете, если... Может, он все время был в хорошем каком-то настроении, а вот последний раз вы его там увидели, подумали, что он, ну, выглядит как-то так, словно переболел, заболел. И плюс еще ко всему он какой-то загруженный. Он сейчас по аркану повешенный, во-первых, ему некомфортно, во-вторых, он обдумывает, думает, думки думает. Вот я вот здесь вот так скажу. Думки думает. Здесь на карте написано свобода. а, Свобода, как это слово? Мнимая свобода. То есть человек какое-то определенное время думал, что он такой свободный. А когда появились чувства и пришло осознание, что у меня обязанность, я там жене своей чем-то обязан или еще что-то, то пришло понимание, что его свобода, она мнимая.
Вот так. В общем, здесь глубина, глубина, глубина. Упала. Понятно. Я просто смотрю на карту, пытаюсь понять, какой вопрос мне дальше. Значит, это ваш король жезлов. Что такое король жезлов? Ну, вот я бы даже сказала, вы в какой-то степени восхищаетесь этим мужчиной. То есть вы на него смотрите и говорите, я бы с таким была бы счастлива. Как он ставит цели, как он достигает, какой он живчик, как он постоянно к чему-то стремится, как он всегда на каком-то позитиве, как он ам, сделал себя сам, вот такое. Ну, есть подводные камни. Он что-то очень считает себя обязанным своей супруге. А она у него такая статусная девчина. Ну ладно. Хорошо. Вот здесь вот мне идет, что он наблюдает за вами. Правильно ли я поняла, что данный человек наблюдает за смотрящей? Интересно, мне так пошло, что он что-то подарит вам, что ли? Но здесь вот просто выходит туз пентакля, а я почему-то даже сначала не прочитала, я увидела вот эти украшения на столике. Деньги, украшения. Я правильно поняла, что здесь сейчас он будет сейчас как-то материалку подключать? Да. Смотрите. Нет, подожди, я правильно поняла? Да. Иерофант вышел 100%. Объясняю. Я увидела сразу эти украшения, мне пошло... Ну и деньги там. Сначала украшения увидела, потом деньги. Смотрите, какие действия сейчас будут от этого человека. Если он в открытую пока что не может вам признаться в чувствах как-то романтически, он как пентаклевый король, вот девчонки, кто встречался, жил с пентаклевыми королями, вот напишите в комментариях, дайте подтверждение моим словам. Эти люди проявляют заботу только делами. Помочь, подарить, купить, решить проблемы. Вот кто точно знает, что пентаклевый, земной, да? Вот напишите в комментариях, что да, вот встречалась с таким, или у меня папа такой, или брат такой, и вот прям очень интересно. Ну, в общем, здесь мужчина решает, что романтически к вам проявляться он не может. Ну, плюс еще здесь такие ограничения, я так поняла, что он считал. Он бы, может быть, к вам и проявился, но он считал, что вы не приемлете проявление женатого мужчины к вам, да еще и начальника, или руководителя, и хрен пойми, кто он там. Ну, какой-то статусный. Походу, он это считал. Сердце болит, страдал, висел. Здесь по времени не 1 месяц и не полгода. Здесь тянется время вообще. Не, ну я не скажу, что здесь прям 5 лет. Ну, год вот точно, да? Или почти год. Здесь он будет как-то материально. Премию какую-то выпишет, поздравление какое-то, например, вот какое-нибудь 8 марта у нас сейчас приближается, да? На 8 марта какой-то подарок будет. И вроде как вы поймете, что такого подарка нет у других сотрудниц, но и сказать вы не можете, что он вам это в каких-то романтических целях подарил. А вот скажете, ну, блядь, ну что мне думать? Девчонки, вот вы здесь будете разрываться. С одной стороны, вам внутреннее я будет кричать, да он к тебе испытывает чувства, он пытается как-то тебе это показать. А с другой стороны, будет говорить, так он же как бы это сделает, что комар носа не поточит, что это просто благодарность сотруднику, да, или подарок сотруднику. Здесь что-то такое.
Но это ключевые события, это будет открываться какая-то дверь, и он так считает правильным, потому что я спрашиваю, он будет через материалку как-то к вам проявляться осторожно в том плане, чтобы вы душой понимали, а другие не понимали, что руководитель там на вас запал, да? То есть как-то правильно, сохраняя свой статус. Смотрите, здесь премия, здесь какой-то подарок может быть, здесь какая-то командировка, какой-то отпуск, что-то такое. То есть здесь материальное. И выглядеть для всех людей это будет так, как, ну, просто подарок сотруднику. Понимаете? Вот такая херобора. Хрен разберешься, короче. Но я разобралась. Сердечко мне поставь. Значит, ну хорошо, давайте посмотрим, что там. Ну, хорошо, он через материалку сейчас пойдет. То есть, я так понимаю, у человека уже сердце изнылось, душа изнылась, есть ограничения. Я правильно понимаю, первое, что он решает эти ограничения. 5 чаш. Есть очень интересная карта, это карта Лисы в Ленорман. Он ищет выход, он ищет пути. Он чувствует какое-то безресурсие, он потерянный такой, растерянный, но он ищет пути. И правильно ли я понимаю, что человек уже эмоционально на сердечном, на душевном уровне, да, вот здесь вот, уже не может не проявляться? 10 чаш. Конечно. Тут наполнение, переполнение, тут уже из ушей с него эти чувства лезут. Но он хочет сохранить статус, верно понимаю? Сила. Верно. Так, ну хорошо. Давайте теперь уже посмотрим, что нам покажут. А как это все будет развиваться после того, как он материально начнет показывать завуалированно свои чувства, как это будет развиваться? Дьявол. Здесь все больше и больше будет притяжение, а больше и больше будет зависимость. Рыцарь кубков. Его будет прям накрывать. О, девчонки. Дьявол, рыцарь кубков, его все сильнее и сильнее будет накрывать. Тут прям... Это его будут подгонять на решение коса. То есть здесь его еще сильнее будет накрывать, и в какой-то момент, он и так сейчас на распутье, а в какой-то момент его подведут вот к черте, когда уже нужно будет отсекать, понимаете, принимать решение. Здесь прям... Еще, знаете, это такое идет, что вот этот период, когда его прям накроют, нахлобучат, чтобы он принял это решение, то есть не оставят шанса, понимаете, ну, шанс, у нас выбор всегда есть, то есть человек, как бы его ни нахлобучивали, какие бы чувства он не испытывал, он всегда может принять решение. Нет, я остаюсь с женой, Херакс отрезал вас. Нет, я иду туда, куда хочет мое сердце, Херакс отрезал жену. То есть выбор всегда есть, всегда. И мы не знаем, как человек поступит. Вот понимаете, гадалки, экстрасенсы говорят, он уйдет от жены. Да никто этого нахер не знает, даже высшие силы. Потому что мы, люди, такие существа, единственные по образу и подобию. Мы всегда имеем право выбора. И даже высшие силы не знают, что мы, выберем. Понимаете? Поэтому я не могу вам здесь сказать, что он выберет вас. Или что он выберет жену. Хрен его знает, что он выберет. Но то, что его по дьяволу будут притягивать к вас, русский язык,
Так-то мы вообще нормально на русском языке говорим. Я вообще русский, родился в России, всю жизнь в России прожил. Господи. В общем, его будет тянуть к вам, и его подведут к выбору. И вот у меня тогда такой вопрос. А почему здесь его так сильно к вам привязывают? Почему? Кто привязывает? Тут даже товарищ дьявол подключился. То есть это все не просто так, что-то тут серьезное, потому что у нас властелин материи, да, подключается только когда, сколько я наблюдала, когда человек совершил что-то такое, какой-то прорыв или обрел какую-то осознанность, и ему нужно воздать. Что-то вы теряли, что-то вы отдавали, а про себя забыли. И вот поэтому мне здесь говорят, что это для вас будет высшая справедливость, для вашей жизни, судьбы. И здесь уже подключили владыку материального, да? То есть тут вообще все серьезно. А кто? Кто его так? Папесса перевернулась. Ну, во-первых, вы его так тянете вообще, охренеть просто, я не знаю. Вы, может, тут и тоже таро увлекаетесь, может, на кофе гадаете, может, аффирмации какие-то пишете. Я не знаю, что вы там пишете, но вы что-то на бумажке пишете, да? Вы тут прям тянете его. Двойка пентаклей. Так, ну у нас карта дерева вышла, род ведет, да? То есть я правильно поняла, что вы как бы из одного рода, или род ведет? То есть здесь что-то очень серьезное такая. Не просто так вы встретились. Я думаю, что вы, когда его первый раз увидели, а он вас, вы, скорее всего, подзависли, потому что вот это ощущение, когда люди не просто так встречаются, вот так вот: здравствуйте, меня зовут Владимир Педросович, да, а почему я сказала Педросович? Может, у вашего мужчины какое-то отчество не русское? Это, блядь, вообще откуда это? А вы такая: а я Ольга Валерьевна. И друг на друга смотрите, и оно вот так вот происходит. Но это не то, что вы там и слюна потекла. Нет, это что-то внутри какой-то, как чук, щелчок, тумблер. Ладно, долго нахрен объяснять. Кто понял, тот понял. Род здесь ведет у нас. Ой, здесь смерть. Ой, 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 ой. Здесь, бляха-муха, меняться. Вот если происходит объединение вас с этим мужчиной, здесь кардинальное изменение жизни у него и у вас. То есть жизнь будет разделяться на до и после. Здесь прям что-то очень глобальное. Знаете, не из разряда, когда мужчина с женщиной встретились, на свидание походили, она живет там в своей квартире, на работу ходит, он живет в своей квартире, на работу ходит. Потом они, значит, просто съехались, и все так же продолжается. Там на работу ходят, просто вечером встречаются вместе, кушают, живут, ведут быт. Нет нахрен! Здесь что-то глобальное. В том плане, что, первое, мы видим, что чуваку придется развестись. Ему придется отказаться от империи какой-то, какую он там создал. Хрен узнаешь, что он там создал. Что-то очень большое и для него очень важное. Ему нужно будет как-то решить вопрос с расстоянием, потому что он здесь точно может быть не из вашего города. Тут в этом тоже проблема. И, значит, если вы объединяетесь, то это как минимум смена места жительства. Не просто, бляха, из одной квартиры в другую переехать, а смена места жительства, смена работы, полная, глобальная перемена. Понимаете, о чем я? Я надеюсь, я понятно донесла. Я иногда думаю пересмотреть свое видео, так быстренько поперемотаю, послушаю, я вообще ни хрена не понимаю, что я говорю. Я надеюсь, вы понимаете, потому что, напишите. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что меня в потоке несет, я вообще... Ладно.
что здесь глобально, вот в чем трудность-то? Если бы, наверное, между вами не было вот этого всего, смена города, смена работы подразумевается, смена, может, деятельности подразумевается. Тут пипец глобально, то, может быть, вы уже как-то и объединились, а у вас здесь просто какой-то трэш, у вас здесь вообще прошлую жизнь, вот, то есть если вы объединяетесь с этим мужчиной, то ваша прошлая жизнь, она все, она отваливается, потому что вы не можете быть с этой мужчиной, существуя в своей прошлой жизни, а он в своей. Вы тогда не объединитесь. Вот, вроде понятно объяснила. От карт руки сохнут. Губы сохнут, руки сохнут. Ладно. Что я хочу здесь спросить? Сколько я уже записываю-то? Нигде не показывает. Что здесь спросить? Ну, он ищет выход сейчас. Давайте вот спросим, а вы вот как-то можете поспособствовать скорейшему вашему объединению? Вы как-то вот, как женщина, можете поспособствовать? Дарить ему какие-то радостные, позитивные эмоции. А еще здесь говорят, что вы это и есть выход из тупика. Только верить в него. Здесь в общении дело. Вот мне говорят о том, что если вас показали сначала какой-то сдержанный, даже иногда холодком от вас веет, здесь вот как-то в общении показать, ну, учитывая ваши обстоятельства, да, что там статус у мужчины, вы не можете с ним в открытую флиртовать, но хотя бы показываете глазами, улыбкой, что вы рады его видеть. Вот мне почему-то здесь вот это. Светите, дарите свет. Здесь сразу у меня, как у человека, который постоянно все анализирует и а, прогнозирует, у меня сразу такой вопрос возникает. А вам это нахрена? Вот нормальный такой вопрос. А вам это нахера вот это вот светить ему, чтобы там мужик что-то свое порешал, что-то решил, что-то куда-то двинулся? Вам это нахера? Вот у меня вопрос такой. Вы ж можете другого мужчину встретить, на свидание ходить, вот он рядом, живой, кости, мясо можно потрогать, как говорится. Что вам сидеть этого-то ждать, я не пойму. Нахрена? Нахрена вот эта херобора вот это закрутилась? Вам-то это зачем? Ну вот вы как хотите, ну с этим мужчиной еще ребенок у вас будет. Если вы в детородном возрасте. Мне что-то здесь сейчас пошло, перебивают, что какая-то женщина сейчас сказала, у меня не может быть детей. Будет. Потом напишешь мне через год. В общем, здесь что-то рождение ребенка важно. Почему важно с этим мужчиной рождение ребенка? Королева мечей. Это ваш какой-то прорыв. Королева мечей. Колесница. Это перемены. Не знаю, вы разумом понимаете, что вам этот мужчина нужен. Вам нужно туда рваться буквально в эти перемены. И вам его сейчас вот всячески подсвечивать будут. То есть сейчас так или иначе вы будете ловить себя на том, что вы думаете об этом человеке, будет он где-то появляться, будут где-то его фотки всплывать, кто-то какую-то фразу сказал, вы будете сразу его вспоминать. Короче, хотя бы по той хотя бы по той простой причине, что он думает о вас. А когда человек о нас думает, мы тоже невольно начинаем о нем думать. Вот заходила, занималась своими делами, и раз подумала о человеке, думаю, а что я о нем вспомнила-то? Вот.
Потому что он думает о вас. Так, ну это не из разряда, когда эти дамы помешанные ходят и постоянно думают о мужике. Здесь не об этом. Я тогда занималась своими делами, еще раз вспомнила. Вам это нахрена? Покажите, пожалуйста. Вот зачем это смотрящий? У вас еще и так интересно, у вас еще вот... То есть вы когда встретились с этим мужчиной, вот после встречи с ним у вас вообще какая-то стагнация пошла. То есть у вас как бы в жизни полная остановка, вас как заморозили. То есть вас еще и намеренно куда-то не пускают. Может, здесь и были какие-то отношения, но они все какие-то мимо пролетевшие. А вы, я поняла, такая, по королеве мечей можете херакнуть и дальше пойти. И вас здесь просто заморозили. Потому что, я так понимаю, вы бы ушли уже в другие отношения. То есть вы бы здесь уже дальше пошли, а вы не можете. Вас как заморозили. У вас по личной жизни вообще нифига не происходит. А почему так жестко? Дьявол тут у нас уже вмешался. Вас заморозили. Почему так жестко-то? Почему так это именно этот мужик-то, я не пойму. Ничего. Луна. А здесь какой-то вывод вас из родовой какой-то программы. Может, я не знаю, в роду там у вас женщины были преданными всегда. Преданные мужьями. Предавали. Обманы какие-то. И как-то личная жизнь не складывалась. Вас как будто сейчас выводит. Вас заморозили, чтобы... Говорят, смотрите, она у нас бешеная. Сейчас вот чуть что, она все, она в другие отношения почешет. Она у нас королева мечей сейчас херакнет и дальше пойдет. Давайте ее заморозим. То есть, если мужчины какие на горизонте появляются, они одна-две встречи и отваливаются. Просто отваливаются. Вы даже не понимаете, почему. Вас выводят из какой-то программы по Луне. Не очень хорошей по пятерке мечей. То есть программа такая себе. А овно, я бы сказала. Вот. Ну, как бы... Что-то ваш тут рот херовертит. Ладно. Кто мы такие, чтобы вмешиваться в дела там высших энергий? А скажите, пожалуйста, как долго-то смотрящий ждать развязки-то, кульминации? Здесь говорят, запасись терпением. Будь спокойно, как слон. А можно почетче? Я правильно поняла, когда выровняется по финансам, череда событий связана с вашим материальным положением, с вашим жильем, с вашей недвижимостью. Пойдет череда событий, череда изменений. Это уже все крутится, уже все вертится, я же правильно понимаю? Только пентакли. Ну, здесь помогают. Однозначно помогают. Так, смотрите, для кого-то сейчас точечно пошла информация, кульминация, развязка всей этой вашей истории с этим мужчиной случится, когда вам поступят большие денежные средства. У кого-то это будет продажа дома, у кого-то это будет, наоборот, покупка дома, да, но так или иначе, большие деньги на вашем счету.
Вот это событие запускает череду других событий. Королева посохов. Здесь начнется движение. Здесь начнется движение. Это ваш рост какой-то, я бы сказала. Слушайте, может, вы планируете поменять жилье, или открыть свой бизнес, или замутить какую-то такую схему, где у вас появятся после этой схемы деньги, и вы как-то поменяете свой статус социальный, то есть вы как-то вырастете. Я вообще не понимаю, о чем я. Да, королева Пентаклей, вот я это вижу. Вы как будто станете наравне с этим мужчиной по статусу. Я хрен его знает, как это вообще в реальной жизни-то описать. Ну как это пример-то какой-то дайте мне хоть. Десятка пентаклей это может быть раздел имущества, то есть семейная. Что такое десятка пентаклей? Это семейный дом, семейный раздел, семейное имущество, семьей нажитое, что-то поделите, вам поступят деньги, вы по королеве жезлов начнете куда-то стремиться, какие-то цели свои осуществлять, и вы поменяете статус на королеву пентаклей. Вы станете под стать этому мужчине. Вот тогда начнется череда событий очень интересных. Какие события завертятся, если у вас все это получится? Конкуренция, борьба, семерка пентаклей, посох. Ну, не показывают конкретно, что начнется, но здесь какая-то заварушка будет. Да вы заняты будете, и у вас тут и конкуренция всплывет, и, я так понимаю, появятся ухажеры. Ну, когда человек начинает расти в своем ресурсе, сразу слетаются мухи на сладкое, да? Не на овно, а на сладкое. Еще хотел одну колоду посмотреть, а здесь закрыто, блин. Вообще подсказок не дает. Интересно. Ну хорошо, у меня тут мало карт осталось. Что мне нужно сказать девочкам, которые смотрят? Вот что мне нужно им сказать? Что мне нужно им сказать? Все будет совершенно не так, как ты думаешь, не так, как ты предполагаешь, и будет совершенно не тогда, когда ты думаешь. Вот это все, что я могу сказать. И закрыли. Достаточно информации. На дне колоды рыцарь посохов. Движение началось. Колесо закрутилось, а дальше, как говорится, кораблик поплыл, а вот куда поплывет этот кораблик и к каким берегам причалит, зависит только от тебя. И будет ли в твою сторону твои паруса дуть попутный ветер, либо тебе придется сражаться с огромной бурей и штормом. Хрен его знает, как оно будет, но я уверена, что в твоей жизни сейчас начинается очень интересный период. По крайней мере, новые приключения. Так что ничего не бойся, принимай решение и следуй туда, где ты уверена, где ты чувствуешь, что тебе будет хорошо, что это во благо для тебя и что это даст тебе счастье. Ну а с вами была я, ваша Аня. Увидимся в следующем видео. Всем хорошей, спокойной, трудовой недели. Кстати, я записала для вас маленькие таро-гороскопики на эту неделю. Смотрите. Поставь лайк. Я буду очень благодарна. Пока-пока.